Рене Декарт. Французский философ, математик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики. Наблюдайте за вашим телом, если хотите, чтобы ваш ум работал правильно. Из ничего не может произойти ничто. Отчаяние – это страх без надежды. Интеллект – это страсть. Трусость очень вредна потому, что она удерживает волю от полезных действий. Надменность – всегда порок, хотя бы уже потому, что у надменных людей нет никаких серьезных оснований уважать себя. Я сомневаюсь, значит мыслю. Я мыслю, значит существую. Надежда – это стремление души убедить себя в том, что желаемое сбудется. Страх же есть склонность души, убеждающая ее в том, что желание не сбудется. Стыд есть вид печали, основанной на любви к самому себе, происходящей от страха перед порицанием. Здравый смысл кажется единственной вещью, которая во всем мире распределена равномерно, никто не хочет его больше, чем у него есть. Уважение других дает повод к уважению самого себя. Те люди, которых особенно волнуют страсти, больше всего могут насладиться жизнью. Разум – это зажигательное стекло, которое, воспламеняя, само остается холодным. В сознании нет ничего такого, чего прежде не было бы в чувствах. У одного человека зачастую больше шансов сделать открытие, нежели у нескольких, занимающихся одной проблемой. Дайте мне материю и движение, и я создам мир. Истинное величие души, дающее человеку право уважать себя, больше всего заключается в его сознании того, что нет ничего другого, что ему принадлежало бы по большому праву, чем распоряжение своими собственными желаниями. Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов. Чтение хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам лучшие свои мысли. Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять. Философия, поскольку она распространяется на все доступное для человеческого познания, одна только отличает нас от дикарей и варваров, и каждый народ тем более гражданствен и образован, чем лучше в нем философствует. Поэтому нет для государства большего блага,
как иметь истинных философов. Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также радость других. Вознеси свою душу так высоко, чтобы оскорбление не достигло до нее. Любопытный отыскивает редкости только за тем, чтобы им удивляться. Любознательный же за тем, чтобы узнать их и перестать удивляться. Главное действие всех людских страстей заключается в том, что они побуждают и настраивают душу человека желать того, к чему эти страсти подготавливают его тело. Если вы хотите стать истинным искателем истины, необходимо, чтобы хотя бы раз в жизни вы сомневались, насколько это возможно, во всех вещах. Для того, чтобы усовершенствовать ум, надо больше размышлять, чем заучивать. Люди с сильным и великодушным характером не меняют своего настроения в зависимости от своего благополучия или своих несчастий. Уж лучше совсем не помышлять об отыскании каких бы то ни было истин, чем делать это без всякого метода. Разделите каждую сложную задачу на столько частей, насколько возможно и необходимо для ее решения. В большинстве споров можно подметить одну ошибку, в то время как истина лежит между двумя защищаемыми воззрениями, каждая из последних отходит от нее тем дальше, чем с большим жаром спорит. Мыслю, следовательно, существую. Я еще в школе усвоил, что нельзя выдумать ничего столь оригинального и маловероятного, что не было бы уже высказано кем-либо из философов. Обыкновенный смертный сочувствует тем, кто больше жалуется, потому что думает, что горе тех, кто жалуется, очень велико, в то время как главная причина сострадания великих людей – слабость тех, от кого они слышат жалобы. Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений. Трусость происходит только от отсутствия определенной надежды и желания. Нет для государства большего блага, как иметь истинных философов. Я знаю себя как мысль, но я безусловно не знаю себя как мозг. Уединение нужно искать в больших городах. Беседовать с писателями других веков почти то же, что путешествовать. Кто берется давать наставления, должен считать себя искуснее тех, кому он их дает, малейшая его погрешность заслуживает порицания.
Если судьба наделяет кого-нибудь благами, которых он действительно недостоин, и когда зависть пробуждается в нас только потому, что, любя справедливость, мы сердимся, что она не была соблюдена при распределении этих благ, то эту зависть можно извинить. Моим правилом было всегда стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу, изменять свои желания, а не порядок мира и вообще привыкнуть к мысли, что в полной нашей власти находятся только наши мысли и что после того, как мы сделали все возможное с окружающими нас предметами, то, что нам не удалось, следует рассматривать как нечто абсолютно невозможное. Людям не приходилось бы так легко стыдиться, если бы они, высоко ценя свою личность, считали бы исключенной возможность чьего бы то ни было презрения. Рене Декарт. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.